Всем привет, дорогие друзья, на канале Packmaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры GTA Vice Definitive Edition. Сегодня я расскажу про Митч Бейкер. Митч Бейкер, президент байкеров в Vice City в GTA Vice Definitive Edition. Он союзник, а позже и друг главного героя Томми Версити, который становится потенциальным членом его байкерского клуба. Митч, бывший военный, участвовал в боевых действиях во Вьетнаме. Он уничтожил целую деревню, за что был награжден пурпурным сердцем. Он владеет небольшим баром и возглавляет банду байкеров, которых он считает своей семьей. Байкеры недружелюбно относятся к полиции за их отношение к ветеранам, показывавшим свое недовольство таким как он. За это он был заключен 13 раз, но недовольно короткие сроки. Первое знакомство с Митчем происходит, когда Томми приходит к нему в бар с просьбой организовать охрану концерта рок-группы Фист. Бейкер не очень хочет вести дела с незнакомым ему человеком и заставляет Версити проявить себя, чтобы стать членом их семьи. Для этого Томми показывает свое мастерство управления байкером, устраивает хаос на улицах, показывает, кто тут главный, возвращает Митчу его байк, украденный больной акулы. Бейкер принимает Версити в свою семью и соглашается обеспечить безопасность на концерте. Чуть позже он созванивается с Томми и говорит, что шоу ему очень понравилось. Также он просит его быть аккуратным. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент. Митч Бейкер обладает жестокой, напористой и порой агрессивной личностью и отношения, однако после нескольких миссий для Митча игрок узнает, что он стал вести несколько сидящий образ жизни, почти ничего не делая, кроме возни в жирном вертолете своими товарищами по клубу армрейсинга и игры в бильярд и пейнтбол. Тем не менее, он очевидно готов приступить к действиям, если он сочетает необходимым. Когда местная уличная банда угоняет его велосипед, он говорит: мы с этими ребятами собирались поехать туда и преподать им урок. Но потом я подумал... Альтамантский фестиваль, рок-фестиваль, который был проведен 16 декабря 1969 года в гоночном парке Альтаманта. На фестивале выступало множество известных рок-групп. Фестиваль должен был стать ответом западного побережья Вудстоку, но отличительной чертой стало насилие, объявление наркотиков и нескольких смертей, включая убийство 18-летнего Мерида Хантера. Митч Бейкер можем услышать на V-Rock, который жалуется Лазло, что радиостанция играет слишком много лент для волос и недостаточно хард-рока. Имя Митч Бейкер может быть задумано как спунерезом. Миссии, данные Митч Бейкером, основаны на реальном концерте на Altamont Speedway в 1969 году, где ангелы ада обеспечивали безопасность. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. И на этом история про Митч Бейкер из GTA Vice Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте план действий, который видите прямо на ваших экранах. Именно лайк, колокольчики и подписывайтесь на канал. С вами был Михаил Packmaker.